Здравствуйте, друзья! Несмотря на все заверения российских властей и российских пропагандистов, которые лгали, что Россия пришла в Херсон навсегда и Херсонская область навеки с Россией, армия России теперь оставляет Херсон, отступает из города и переправляется на левый берег Днепра. Причем не просто отступает, а бежит, как обычно, бросая в панике технику и боеприпасы. 8 месяцев Россия лгала, что пришла в Херсонскую область навсегда. Причем лгали не только фрики и всевозможные комичные персонажи типа Кирилла Стремоусова. Херсон – это русский город и навсегда уже Россия. Но лгал и целый первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, который лично приезжал в Херсон и, обращаясь к его жителям, заявлял, что Россия точно пришла навсегда. И хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Правда, то же самое Турчак ранее говорил жителям Купянска, Харьковской области, когда приезжал в этот оккупированный город. И уже после событий в Харьковской области жители Херсона стали что-то подозревать. Уже факт очевидно, что Россия здесь навсегда. Россия отсюда никогда не уйдет. И вот оказалось, что слова высокопоставленного российского чиновника ничего не стоят. Вот это да, кто бы мог вообще такое подумать. А потом, знаете, они удивляются, что с ними никто не хочет вести переговоры. А как физически можно вести переговоры с людьми, которые тупо врут всем и по любому поводу? Сначала они врали международному сообществу, что не будут вторгаться в Украину, врали своим гражданам, что захватят Украину за 3 дня, наврали своим сторонникам в Украине, что они пришли навсегда, в итоге кинули абсолютно всех. И вот это вранье всем и по любому поводу в итоге привело Россию просто-напросто в логический тупик. И сейчас зависли даже российские пропагандисты, которые вообще не понимают, как им объяснять и комментировать весь тот трэш, который происходит. К примеру, российский телеведущий на канала НТВ Евгений Норкин прямо в прямом эфире заявил, что он ничего не будет говорить об отступлении российской армии из Херсона, потому что если он одобрит это отступление, его посадят за призывы к нарушению территориальной целостности России. А если он будет критиковать армию за это отступление и не одобрит его, то его посадят за фейки о российской армии. Вот стало известно о решении Министерства обороны нашего, о том, что мы выводим войска с правого берега Днепра. То есть мы оставляем Херсон и занимаем оборону на левом берегу. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню почему. Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем Уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон. Это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил. Та же самая 280 статья, только часть 3. Срок лишения свободы приблизительно такой же. Я в тюрьму не хочу. Тот случай, когда цензура в России оказалась настолько шизофреничной, что даже пропагандисты теперь не знают, как им дальше врать. В общем, одна только вот эта ситуация, вот только этот один эпизод с пропагандистом НТВ на самом деле наглядно поясняет, почему Россия проиграет. Потому что настолько бездарная система, настолько тупая, настолько шизофреничная, она по определению не жизнеспособна. И что характерно, даже представители системы это
понимают. Ведь вот этот пропагандист, он же представитель системы, это человек по определению наиболее лояльный власти, но даже он недоволен. Мы же понимаем это из его выступления. Да, он не может открыто сказать, что он недоволен, он не может открыто заявить, что Путин это маразматик, который довел страну до этого коллапса и до развала. Но он вот говорит как может, да, он просто вот с такой иронией высказывается, и все понимают, и все понимают, какие настроения сейчас господствуют даже среди таких вот лояльных представителей этой системы, и пропагандисты, и представители власти. Они же понимают, что Путин их всех ведет в пропасть, но продолжают за ним сейчас пока еще покорно в эту пропасть идти и подходят к ее краю. Ну а возвращаясь к ситуации в Херсоне, тут можно сказать, что в принципе, в очередной раз подтвердилось то, о чем говорили многократно различные адекватные эксперты, о том, что мобилизация, которую Путин как жест отчаяния объявил, в итоге не помогла и не поможет. Потому что мы видим, что Россия получила, да, большое количество необученной живой силы, которую просто используют, расходуют как пушечное мясо, но к перелому ситуации на фронте это не привело. То есть даже у них не получается удержать то, что они уже захватили. Даже с помощью мобилизованных, нагнав их, они все равно не смогли удержать Херсон. И, в общем-то, это, я думаю, говорит само за себя вся эта ситуация. И дело тут даже не в том, что у них бездарных командиры, хотя и в этом тоже. Я думаю, что главный фактор это тот, что все эти российские солдаты, и мобилизованные, и профессиональные военные, все ведь они на самом деле понимают, да, как и российские власти, и вот этот пропагандист, да, они же все понимают, что война несправедлива, война преступна. Война развязана на пустом месте, война не нужна, поэтому у них нет энтузиазма, нет боевого духа, и поэтому мы и видим соответствующий результат в исполнении российской армии. Поделитесь этим видео, друзья, очень важно, чтобы оно доходило в том числе и до граждан России, чтобы они сами смотрели это все и видели, какая лживая и двуличная их же собственная власть, которая предает даже тех, кто ей поверил. Поделитесь этим видео и подписывайтесь на канал, это тоже очень важно.